Сотрудница просто помогала пожилому мужчине с покупками на рынке, когда начальник безжалостно уволил ее. Но когда появился владелец магазина, никто не поверил в то, что произошло. Диана, погруженная в свои мысли, складывала рис в одном из торговых рядов. Молодая женщина, которая была очень целеустремленной и трудолюбивой, посвятила свое время работе на складе. Размышляя о своей жизни, она подумала о том, как сильно она устала и с какими долгими рабочими часами ей приходится сталкиваться каждый день. Но у нее была четкая цель — оплатить свои гастрономические курсы и аренду скромной квартиры, в которой она жила одна. В тот день она не отработала и половины рабочего дня, когда, наводя порядок на полках, заметила пожилого мужчину с седыми волосами и усталыми глазами. Ему, должно быть, было за 70, и, казалось, он с трудом находил то, что искал. Старик с растерянным видом разглядывал полки, держа в руках смятый лист бумаги, на котором он записал продукты, которые ему нужно было купить. Молодая женщина остановилась на мгновение и, всегда предупредительная и добрая, решила подойти к нему. С теплой улыбкой она сказала: «Добрый день, сэр. Могу ли я помочь вам найти то, что вы ищете?» Мужчина посмотрел на нее с благодарностью в глазах и утвердительно покачал головой. «Да, у меня возникли некоторые трудности. Я сам давно этим не занимался», — признался он со смущенной улыбкой. Затем старик передал список Диане, которая внимательно осмотрела его и начала искать продукты, тщательно выбирая каждый товар. Прогуливаясь по рынку, они начали непринужденно болтать. «Я доставляю неприятности, не так ли?» — спросил старик. Молодая женщина отрицала это и сказала, что совсем не возражает. Они так хорошо ладили, что вскоре девушка начала делиться подробностями своей жизни, рассказывая о том, как работа кладовщицей помогала ей контролировать свои расходы. Ее глаза сияли решимостью, когда она упомянула о своей мечте открыть уютное кафе, куда будут приходить люди, которые будут наслаждаться лучшими пирожными в городе. Улыбка на губах Дианы, когда она рассказывала о своих планах, свидетельствовала о том, с какой страстью она относилась к этой мечте. Джентльмен, который представился как мистер Андерсон, внимательно выслушал ее, проявляя понимание и сопереживание. Он был очарован амбициями молодой женщины и сказал: «В тебе много решимости, Диана. Я уверен, что ты добьешься своих целей, приложив все усилия». «Спасибо, сэр. А как насчет вас? Вы сказали, что никогда не ходите за продуктами лично. У вас есть кто-нибудь, кто мог бы вам помочь?» — поинтересовалась девушка. Пожилой мужчина на мгновение заколебался, но затем, тихо вздохнув, объяснил: «Ну, вообще-то, у меня есть секретарша, которая всегда заботится об этом вместо меня. Но сегодня у нее выходной, и я хотел сделать что-нибудь особенное. Мой сын, который живет в другом штате, приезжает навестить меня после долгого перерыва. Я не видел его несколько месяцев и хотел приготовить сюрприз, чтобы поприветствовать его». В глазах мистера Андерсона, когда он говорил о своем сыне, был заметен блеск. Это было выражение любви и радости, и девушка видела, как сильно он ценит этот особенный момент. «Как мило! Он должно быть очень рад, что у него такой внимательный отец», — прокомментировала девушка. Они вдвоем продолжали идти и собирать продукты, и узы дружбы между ними, казалось, крепли с каждой минутой, проведенной вместе. Как раз в тот момент, когда девушка собиралась закончить список старика, тишину нарушил руководитель Дианы. Альберт, мужчина средних лет с грубым выражением лица и авторитарной осанкой. Он безумно смотрел на молодую женщину, так как решил проверить, закончила ли она свою работу, когда понял, что ее там нет. Когда он не нашел Диану на ее посту, управляющий окинул супермаркет подозрительным взглядом и пришел в ярость. Мужчина вышел в зал, чтобы найти сотрудницу, готовый сделать ей выговор за то, что она сделала перерыв в середине смены. Тем временем, когда девушка и старик разговаривали возле полок в центре супермаркета, Альберт подошел быстрыми, раздраженными шагами. «Что здесь происходит, Диана?» — спросил он резким голосом, его глаза покраснели от недовольства. Девушка, удивленная внезапным появлением начальника, на мгновение запнулась, но затем ответила: «Я помогаю мистеру Андерсону с покупками. У него возникли проблемы с поиском продуктов». Начальник нахмурился, явно недовольный, и прервал ее криком:
А как же пополнение запасов, о котором я тебя просил? Разве это не важно? Тебе платят не за то, чтобы ты помогала пожилым людям». Добрая девушка искренне ответила: «Я планировала закончить после того, как помогу мистеру Андерсону. Он торопился и хотел сделать сюрприз своему сыну, который приезжает в гости. Это не займет много времени». Мужчина, раздраженный объяснениями Дианы, не пожелал принимать извинения. Он начал повышать голос, обвиняя ее в пренебрежении своими обязанностями. Его слова были резкими и несправедливыми, и Диана попыталась объясниться еще раз. Однако безжалостный руководитель резко накричал на нее, заявив, что она никуда не годится, что она не умеет признавать свои собственные ошибки и расставлять приоритеты, и что своим плохим отношением она подвергает риску репутацию магазина. Пожилой мужчина пытался помочь девушке. «Сэр, это моя вина. Я позволил ей помочь мне. Она хорошая девушка. Она просто была милой. Не нужно так на нее кричать». Альберт разозлился на назойливость старика и сказал: «Она моя сотрудница. Я разговариваю с ней как хочу. Любой, кто не знает, где его место, не должен работать в нашей компании. Я найду кого-нибудь, кто захочет работать должным образом». Увольнение Дианы стало для нее сокрушительным ударом. Она была ошеломлена и напугана сложившейся ситуацией. «Мистер Альберт, пожалуйста, эта работа — все, что у меня есть», — умоляла девушка. В свою защиту мистер Андерсон попытался успокоить начальника, объяснив, что Диана помогла ему своим добрым сердцем и не заслуживает такого сурового обращения. Однако мужчина с выражением превосходства на лице проигнорировал уговоры пожилого мужчины. «Ты просто сломленный старик. Ты ничего не знаешь о том, как обращаться с непослушным сотрудником или как работает супермаркет», — ответил Альберт, а затем повернулся спиной и ушел, оставив Диану безутешной. Старик был потрясен. Понимая, насколько расстроена девушка, он пытался утешить ее как мог. «О, моя дорогая, прости меня. Если бы я знал, я бы никогда не позволил тебе помочь мне». Диана знала, что не может изменить решение своего руководителя, но сострадание и доброта мистера Андерсона заставили ее сказать, что все в порядке, что она найдет другую работу. С нежной улыбкой и стараясь быть сильной, Диана предложила им продолжить поход по магазину вместе, чтобы отвлечься и немного развеять печаль. Старик был тронут, потому что знал, что она ужасно себя чувствует и насколько была важна эта работа для ее заработка. После того, как они закончили покупать продукты, мистер Андерсон попросил девушку подождать минутку, пока он разберется с важным делом. Она просто кивнула и стояла, наблюдая. Джентльмен с трудом достал из кармана свой мобильный телефон. Пока он набирал номер, молодая женщина удивилась, зачем он кому-то звонит. Она подумала, что, возможно, он звонит своему сыну, но она понятия не имела, что старик собирается сыграть решающую роль в ее жизни. Мистер Андерсон набрал номер владельца рынка, на котором работала Диана. Разговор шел по громкой связи. «Привет, Джек. Это я, Андерсон», — начал пожилой мужчина властным тоном, который привлек внимание молодой женщины. «Я хотел бы рассказать о ситуации, которая только что произошла в одном из твоих магазинов», — продолжил старик. Диана была озадачена, потому что знала своего босса. Она не понимала, откуда у пожилого мужчины был его номер телефона. Владелец рынка ответил: «Конечно, мистер Андерсон. Чем я могу вам помочь?» Затем он подробно объяснил все, что произошло. Он рассказал, как девушка помогла ему, как Альберт плохо с ней обращался и несправедливо уволил. Он также рассказал, как пытался заступиться за нее, но начальник проигнорировал его. По мере того, как он говорил, босс осознавал серьезность ситуации. В этой истории сочетались щедрость, сострадание и несправедливость. Он понимал важность хорошей репутации своего рынка и понимал, что это несправедливое увольнение может повлиять на имидж компании. «Я хочу, чтобы ты немедленно разобрался с этим, Джек. Думаю, ты понимаешь, что я имею в виду. Если ты этого не сделаешь, я больше не будем иметь с вами дела». Старик пригрозил, что еще больше ошеломило молодую женщину. Внимательно выслушав, владелец поблагодарил мистера Андерсона за звонок и пообещал, что все будет решено к концу дня.
Он был полон решимости исправить ошибку и добиться справедливости, чтобы его бизнес не пострадал. Удовлетворенный ответом мужчины, пожилой мужчина повесил трубку и повернулся к Диане, которая пристально смотрела на него. С нежной улыбкой он сказал: «Как вы можете видеть, я только что разговаривал с владельцем рынка, в котором вы работаете. Я объяснил ситуацию и уверен, что он во всем разберется». Девушка не могла в это поверить. Она отчаянно задавалась вопросом, как этот маленький человечек получил доступ к ее боссу. И тут, словно прочитав ее мысли, старик шагнул вперед, посмотрел ей в глаза и открыл правду, которая еще некоторое время будет ошеломлять ее. «Диана, я владелец этого рынка». Она была ошеломлена. Затем он объяснил, что сеть рынков была приобретена недавно, и он купил 95% акций франшизы. Он был миллионером, владевшим несколькими сетями магазинов в различных секторах, включая это заведение. Поскольку он был уже в преклонном возрасте, у него, очевидно, был кто-то, кто делал все за него. Но, как упоминалось ранее, у его секретарши был выходной, поэтому он хотел сам сделать покупки для ужина со своим сыном. Диана была совершенно потрясена. Она несколько раз моргнула, не в силах переварить информацию. Мужчина, стоявший перед ней и выглядевший как обычный посетитель, на самом деле был владельцем заведения, где она проработала так долго. Это был поворот событий, который она никак не могла предвидеть. Осознав значение этого открытия, мистер Андерсон снова улыбнулся и сказал: «Будь уверена, Диана, все будет хорошо». Он словно предвидел, что через несколько секунд к нему прибежит начальник, несправедливо уволивший девушку. «Мистер Андерсон, пожалуйста, простите меня. Я никогда не думал, что вы можете быть владельцем этого магазина. Я думал, вы просто какой-то клиент», — сказал Альберт, понимая, что его поведение не соответствует имиджу и ценностям компании. Но старик нахмурился. Альберт повернулся к молодой женщине и сказал дрожащим голосом: «Диана, я совершил ужасную ошибку, уволив вас таким несправедливым образом. Я был неправ и приношу свои извинения». Диана была удивлена. Она не ожидала извинений от начальника. Но прежде чем она успела что-либо сказать, заговорил старик. «Ты что, считаешь нас идиотами? Ты обошелся с нами как с грязью, а теперь хочешь извиниться?» Руководитель, подавив свою гордость, объяснил, что пересмотрел свои действия после откровенного разговора со своим начальником. «Я понимаю, что мое отношение было неправильным. Диана, ты ценный сотрудник и заслуживаешь справедливого отношения. Я готов сделать все возможное, чтобы исправить свои ошибки», — заикаясь, продолжил руководитель. Но правда заключалась в том, что Джек, его начальник, сказал ему, что если он не извинится перед владельцем компании, он может считать себя уволенным. Старик знал об этом, в конце концов, именно он сам потребовал отставки этого человека. Именно так и произошло. Джентльмен не принял извинений высокомерного начальника, потому что знал, что тот поступит так же с другим сотрудником. «Ты не тот человек, который достоин работать, управляя людьми, мальчик. Вы избалованный человек, который думает, что может командовать людьми. Убирайтесь из моего супермаркета. Я не хочу, чтобы здесь были такие люди, как вы», — сказал старик. Мужчина упал на колени и умолял старика позвонить его боссу. Но мистер Андерсон был непоколебим. Альберт ушел, чувствуя себя униженным и опустошенным. Он знал, что сам стал причиной своего падения. Диана со своей стороны никогда не забудет тот день. Джентльмен обратился к ней и предложил ей работу менеджера в своем супермаркете. Девушка была вне себя от радости и заплакала от умиления. Она обняла его и безмерно поблагодарила за предоставленную возможность. «Спасибо вам, мистер Андерсон. Вы не представляете, насколько важной будет для меня эта работа». «Да, я знаю, милая», — ответил пожилой мужчина и пригласил ее присоединиться к нему и его сыну за ужином в тот вечер. Девушка подружилась с семьей мистера Андерсона и почувствовала, что они так добры к ней. Со временем она еще больше преуспела в своей работе, продемонстрировав непоколебимую приверженность своему положению и ценностям компании. Путь, пройденный ею после несправедливого увольнения, превратил ее в образцового сотрудника, пользующегося уважением коллег и начальства. И на этом она не остановилась. Она получила диплом специалиста по гастрономии, и на деньги, которые она получала от своей большой зарплаты менеджера,
ей удалось открыть кафе своей мечты. В день открытия, разумеется, ее первым покупателем был никто иной, как мистер Андерсон, старик, который предоставил ей эту возможность. В итоге у нее завязались теплые отношения с сыном старика, и вскоре они поженились. Ее жизнь уже никогда не была прежней, потому что теперь у нее был не просто успешный бизнес, но и семья. Она родила детей и создала прекрасную семью, чем очень была благодарна старику, который все это начал. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.